В мифах и легендах всех народов мира есть самые разнообразные сверхъестественные существа. Причем в разных уголках планеты с древних времен люди рассказывают истории о похожих созданиях. Эльфов, гномов, драконов, единорогов и других сказочных для современного человека героев наши предки считали вполне реальными. Сегодня мы расскажем о том, откуда появились эти мифические создания и были ли у них реальные прототипы. Также вы узнаете о последних исследованиях в области изучения фантастических существ. Подписывайтесь на канал «Эпоха динозавров». Это нехитрое действие позволит вам быть в курсе публикации новых роликов. Также наши зрители могут поддержать создателей канала при помощи лайков и комментариев под понравившимися видео. Кроме того, своей активностью вы поможете в продвижении нашего контента и позволите познакомиться с ним другим любителям науки. Рассказ о самых популярных мифических существах мы, конечно же, решили начать с драконов. Мифы об огромных ящероподобных чудовищах есть у народов, населяющих все континенты нашей планеты, включая Африку и Австралию. Правда, во внешности этих существ, в зависимости от региона, встречаются определенные различия. Также отличаются драконы из разных стран своим поведением и характером. Но общие черты в их облике и восприятии людьми все равно присутствуют. Как правило, драконы обладают еще и различными сверхъестественными способностями. Некоторые из них умеют дышать огнем или творить волшебство. Многие сказочные драконы умеют летать и обладают кожистыми крыльями, как у летучих мышей или птерозавров. Встречаются разновидности с перьями, верблюжьими горбами, рогами и другими атрибутами, присущими разным животным. Характер и отношение к людям у драконов из мифов разных народов тоже разные. В европейской культурной традиции они чаще всего представляют собой кровожадных и злобных монстров. Эти чудовища нападают на людей, сжигают поселения, перекрывают источники, воруют красавиц и обязательно охраняют сокровища. Восточные драконы являются олицетворением силы и мудрости, а также обычно олицетворяют собой водную стихию. Давайте познакомимся с некоторыми сказочными драконами поближе. Античные драконы. В мифах и легендах Древней Греции и Рима драконы часто были связаны с проявлением божественного вмешательства. Они или напрямую олицетворяли Зевса, Марса или другие божественные сущности, или были посланы людям в качестве наказания. Из наиболее известных драконов античной европейской мифологии можно вспомнить, например, Ладона или Лернейскую гидру. Первый охранял золотые яблоки Гесперид, а вторая регулярно разоряла окрестности города Лерна. Что характерно, оба эти дракона были многоглавыми, и обоих победил Геракл, совершая свои подвиги. Скандинавские драконы. В мифах всех древних германцев и скандинавов, в частности, тоже присутствует немало драконов. Вспомнить хотя бы легендарного Фафнира, которого убил Сигурд, он же Зигфрид. Мирового змея Йормунганда тоже вполне можно считать самым настоящим драконом. Он живет в недрах Мирового океана
и обвивает своим телом всю землю. А во время наступления Рагнарёка, скандинавского конца света, мировому змею суждено убить одного из главных богов – Тора. Драконы Востока. Из восточных государств с драконами, как правило, ассоциируется Китай. Китайские драконы имеют вытянутые, покрытые чешуей тела и 4 лапы. Ярко выраженных крыльев у них нет, но это не мешает им летать по воздуху не хуже своих европейских родичей. Одной из наиболее значимых легенд, связанных с этими сказочными животными, в Китае является история о драконе, повелевающем дождями и реками. Для жителей Поднебесной он был очень важен, поскольку от него зависел урожай. В целом, китайские драконы являются символом императорской власти, удачи и процветания. Именно поэтому им уделяется столько внимания во время празднования Нового года и других важных праздников. Японские драконы имеют меньшие размеры и тоже олицетворяют собой силы природы. Они часто изображаются в окружении облаков и считаются защитниками людей. Благодаря этому японские драконы Рю являются важной частью религиозных учений, пришедших с Востока. В Индии имеется своя разновидность драконов – наги. Внешне они сильно отличаются от представлений о подобных существах. Как правило, наги изображаются в виде полулюдей со змеиными телами. Они тоже могут управлять силами природы и часто охраняют сокровища. В одной из легенд Кришна защищает людей от наги по имени Калию. Драконы в представлении коренных народов Америки, Австралии и Африки. В легендах разных племен американских индейцев тоже регулярно встречаются змееподобные существа. В племени Навахо рассказывается история о длинной змее, которая умеет управлять дождем и является хранителем водоемов. У некоторых других племен, например, чероки, есть легенды о летающих змеях, управляющих стихиями. Важная часть мифологии австралийских аборигенов базируется на историях о так называемых дремлющих змеях. Эти гигантские существа участвовали в создании мира, а затем уснули. В культуре коренных народов Австралии дремлющие змеи ассоциируются с разными природными процессами и стихиями. В легендах различных народностей, населяющих Африку, драконы представлены в виде змея или ящероподобных существ. Они почти всегда являются защитниками людей и символизируют силу и могущество. Основная версия появления легенд о драконах и их схожести у разных народов заключается в том, что наши предки не могли другим способом объяснить для себя многие природные явления. Они считали, что ураган или землетрясение могли вызвать только исполинские существа с магическими способностями. А представления о внешнем виде драконов могли сформироваться после обнаружения костей динозавров, крупных птерозавров или древних морских чудовищ. Причем кости динозавров явно напоминали людям птичьи, только увеличенные в размерах. Отсюда, возможно, и родились истории о летающих змеях. Не менее страшные мифические создания населяют моря и океаны. Одним из самых известных морских чудовищ, несомненно, является кракен. Этот гигантский кальмар
уже давно перекочевал из древних преданий на экраны телевизоров и кинотеатров. С давних времен моряки рассказывали истории о чудовище с множеством щупалец, способном утащить на дно любой корабль вместе с командой. Также Кракен вооружен мощным клювом, которым он может пробивать борта кораблей. Скорее всего, легенды об этом чудовище появились после встречи средневековых кораблей с гигантскими кальмарами-архитеутисами, обитающими в северных морях. Эти животные на самом деле могли вселить в сердца людей настоящий ужас. В длину они могут вырастать до 16,5 метров. Большая часть длины тела этих чудовищ приходится на щупальца с присосками. Максимальный вес самки архитеутиса может составлять 275, а самцов — 150 килограммов. Еще одной разновидностью мифических существ, которые могли появиться благодаря находке останков вымерших животных, являются циклопы. В основном эти существа известны нам по древнегреческим мифам. Но истории об одноглазых великанах когда-то были распространены по всему Средиземноморью. Согласно более ранним мифам, циклопы были детьми Геи и Урана. Именно они выковали молнии, которые мечет Зевс, и помогли богам свергнуть титанов. Но наиболее известна широкому зрителю легенда о том, как Одиссей обхитрил циклопа по имени Полифем. Великий Гомер в своей «Одиссее» представил циклопов в виде целого народа, который живет на островах и занимается разведением овец. При этом они являются детьми повелителя морей Посейдона. Есть мнение, что прообразом гомеровских циклопов стали племена, населявшие острова Средиземноморья. Что примечательно, на этих же островах когда-то проживали карликовые слоны. Их черепа с отверстием в середине черепа часто находят исследователи. Это отверстие расположено на месте хобота. Возможно, в древности люди принимали черепа слонов за останки гигантов с единственным глазом посреди лба. Не меньше, чем о чудовищах, люди в древности рассказывали о различных человекообразных существах. Эльфы, гномы и орки уже давно являются основными персонажами книг и компьютерных игр в жанре фэнтези. Эти сказочные существа появились в фантазиях авторов не на пустом месте. У всех из них имеются прообразы в мифах и легендах разных народов. Известно, что один из основоположников жанра, профессор Толкин, при создании своего «Средиземья» вдохновлялся финским эпосом Калевала, который имеет под собой еще более древние верования финно-угров и скандинавов. В них присутствуют хитрые и злобные альвы, подземные жители цверги или дверги, а также массивные и дикие тролли. Прототипом гномов, орков и троллей вполне могли быть наши двоюродные братья – неандертальцы. Этот вид людей отличался коренастыми, крепко сбитыми телами, выступающими лбами и скошенными подбородками. В качестве основных материалов для изготовления инструментов неандертальцы использовали камень и дерево. До нас практически не дошло никаких костяных изделий, а понять их примитивный гортанный язык нашим далеким предкам было просто не под силу. Примерно 40 тысяч лет назад люди современного типа покинули Африку
и начали заселять Европу, которая еще не до конца освободилась от власти ледника. Более организованные и многочисленные кроманьонцы вытесняли живших в этих местах неандертальцев в непригодные для жизни северные регионы. Видимо, между разными видами людей регулярно случались жестокие схватки. Отголоски этого противостояния вполне могли трансформироваться в мифы и легенды, превратив неандертальцев в кровожадных троллей, а после – в орков и гоблинов. Но сейчас доказано, что кроманьонцы частично ассимилировали неандертальцев. Из-за достаточно близкого родства у них могло быть общее потомство. Может быть, истории о гномах, живущих в пещерах под землей, появились среди тех, кто жил с соседями относительно мирно. Еще одним человекообразным существом из более современных легенд является Снежный человек, он же Йети, он же Бигфут. Истории о большом, похожем на обезьяну существе рассказывают как в Гималаях, так и на Алтае или США. Большинство исследователей сходятся во мнении, что эти легенды появились после обнаружения останков гигантопитека, самой большой человекообразной обезьяны в истории планеты. Также возможно, что наши далекие предки в некоторых регионах Земли могли застать последних гигантопитеков живьем. В наших выпусках мы неоднократно рассказывали о многих из упомянутых ранее существах. На канале «Эпоха динозавров» есть ролики, посвященные гигантопитекам, неандертальцам и их борьбе с нашими предками. Естественно, мы часто рассказываем о самых разных динозаврах и даже посвящали выпуски драконам, кракену и другим сказочным существам. Из этих роликов можно сделать вывод, что большинство мифов и легенд о сказочных существах имеет под собой реальные основания. Но человеческий мозг превращает их в необъяснимую рациональным умом выдумку. Существует еще немало вымышленных существ, имеющих реальные прототипы. Вот всего лишь некоторые из них. Русалки. Если говорить о русалках в европейской культуре, то их прообразом могут быть ламантины или же крупные ластоногие, вроде тюленей. Фантазия моряков, видевших в воде их силуэты, дорисовывала образ до женщин с рыбьими хвостами. Единороги. Понятно, что животных с одним рогом на голове эволюция пока не создала. Но найдя черепа вымерших носорогов, вроде элосматерия, наши предки могли решить, что когда-то на Земле водились однорогие лошади. Оборотни. Легенды о людях, способных превращаться в животных, есть практически у всех народов мира. Здесь можно вспомнить и царевну-лягушку из русских сказок, и описание судебных дел времен охоты на ведьм в Европе. Но самым раскрученным видом оборотня, несомненно, является волколак, то есть человек, умеющий по желанию превращаться в волка. Есть мнение, что такими оборотнями считали людей, страдающих от редкого генетического заболевания – гипертрихоза. Они отличаются повышенным ростом волос по всему телу, в том числе и на лице. Грифоны. Крылатые существа с телом льва и головой орла присутствуют на гербах многих средневековых европейских домов. Ученые предполагают, что образ грифона появился после того,
как люди начали находить скелеты протоцератопсов. Скелеты динозавров с роговым клювом на морде могли быть приняты нашими предками за останки грифонов. Если учесть, что кости динозавров и птиц во многом схожи по строению, то люди вполне могли дорисовать к этому образу еще и крылья. Этот список можно продолжать практически бесконечно. Вампиры, чупакабра из Латинской Америки, гигантский червь алгой-хохрой из монгольских степей, гарпии, лешие и даже ангелы созданы человеческим воображением под влиянием реальных образов. Если вы хотите узнать о прототипах других мифических существ, пишите об этом в комментариях. Большинство подобных легенд были порождены человеческими страхами. Невозможность противостоять стихии и отсутствие понимания механизмов ее зарождения вызвало потребность заменить явления природы и непонятные находки фантазией. У древних людей не было необходимого количества научных знаний, поэтому для них существование сверхъестественного было объективной реальностью. Их мозг и мировоззрение были устроены не так, как у нас. Из-за этого появилось огромное количество самых разнообразных мифов и суеверий. Некоторые из сказок и легенд основаны на верованиях людей, которые еще не покинули пределы африканского континента, чтобы заселить всю планету. Этим ученые объясняют схожесть сюжетов некоторых сказок и легенд. Удивительно, но, например, своя версия истории о Золушке была и в Древнем Египте, и в средневековой Японии, и у аборигенов Австралии. Точно так же по Земле распространились мифы и легенды, из которых впоследствии родились все мировые религии. Изучая схожие моменты в самых древних сказках и легендах, которые рассказывали первобытные охотники у костра или жители Европы в эпоху Ренессанса, некоторые исследователи смогли отследить пути расселения людей. Кстати, об этом мы тоже упоминали в одном из предыдущих выпусков. Как, например, рассказы о драконах появились почти у всех народов мира? Почему славянский змей Горыныч внешне похож на гидру из окрестностей древнегреческой Лерны? Если глубже познать корни этих сказок, можно понять, что на самом деле люди из разных стран намного роднее друг другу, чем кажется. История о воскресшем Боге, на которой базируется современное христианство, базируется на верованиях древних египтян или жителей Ближнего Востока. А легенды, зародившиеся на территории Индии, изменившись за тысячелетия, дошли до самого севера Европы. И сейчас человечество продолжает трансформировать легенды своих предков при помощи кино, книг и компьютерных игр. Возможно, когда-то в будущем ученые на полном серьезе будут изучать особенности историй о Гарри Поттере в разных частях Земли или даже на разных планетах, заселенных людьми. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока живо человечество. А люди, обладающие фантазией и жаждой знаний, пытаются объяснить необъяснимые с точки зрения науки вещи. Мы, как всегда, выражаем огромную благодарность зрителям, которые досматривают все наши ролики до самого конца. Если вы хотите поближе познакомиться с реальными доисторическими животными или предками современного человека, советуем обратить внимание на наши предыдущие выпуски. Из них вы узнаете,
как люди открывали и изучали реальных животных из разных эпох истории нашей планеты.